Дорогие друзья, мы с Вячеславовичем находимся в прекрасной корзине прекрасного воздушного шара, в прекрасном воздушном пространстве прекрасного Подмосковья, откуда вам всем передаем прекрасный, большой и пламенный, собственно, привет. Доброго всем утречка. И с вами, как всегда, ваша любимая телепередача «Угадай планету». Если объединить август, Подмосковье, воздушные шары и первые лучи солнца, получится рецепт либо романтического свидания, либо полного безумия. Димона вы уже видели, а это значит, что мы выбрали второе. А заодно сняли для вас шикарный видос. Так что готовьтесь, в этом выпуске мы не просто прыгаем, а охотимся за самыми красивыми закатами и рассветами. А еще получаем от неба и скайдайва максимум кайфа. Мы отправимся в Подмосковье и посмотрим, как устроена воздухоплавательная индустрия для скайдайверов в нашей стране. Я покажу, как проходят воздушные старты на шаре от подготовки взлета до самого прыжка и приземления. А еще разберем разные способы отделения, от классического шага в бездну до тарзанок и качелей. Выпуск обещает быть легким, веселым и безумно красивым. Так что давайте не будем тянуть. Россия, Подмосковье, воздушные шары, и мы начинаем. Итак, 3 года назад мы уже прыгали с шара в Южной Африке. Помню, как сейчас мы прилично наложили кирпичей. Но идею повторить прыжки это не остановило. В то же время не хотелось повторять овощных отделений от корзины, и мы были в поисках интересных вариантов. Кто к этому шару чего только не прикручивал. Вон, ребята даже играли в настольный теннис. Нам же хотелось подыскать чего-то не сильно замороченного, но интересного. Идея ждала своего часа почти 2 года, и тут нас неожиданно пригласили ребята из Подмосковья. Они не только сбрасывают скайдайверов, но еще прикрутили к своему шару здоровенную тарзанку, а к корзине привязали качели. И мы даже не думая вписались во взлет и особо не готовясь прыгнули в тачку, помчав осваивать подмосковное небо. 4 часа по пробкам, и мы на месте, где команда вовсю начинала раскладывать шар. Один раз мы прыгали уже, и если вы не видели, мы оставим ссылочку, а это будет второй раз, когда мы прыгаем, и первый раз в России. Ну, если я вас не запутал. В общем, это прыжок с воздушного шара, и не просто прыжок, а там какие-то качели повесит, у нас будут тарзанки. В общем, будет очень интересно. Мы опаздываем, как всегда, везде, но мы успеваем. Опять же, как всегда, везде. Кстати, про опоздание. Сам по себе воздушный шар – товарищ привередливый. И поднимать его можно далеко не всегда, так как под запуск есть четкие правила и ограничения. Все зависит от погоды, времени суток и правил эксплуатации. Но самое основное, что нужно знать, это то, что почти всегда шар взлетает, когда солнце касается горизонта. А именно, рано утром, сразу после восхода солнца, когда воздух наиболее стабильный, и вечером перед закатом, когда спадает жара и уменьшаются восходящие потоки. К нашему приезду ребята уже начали разворачиваться, и в целом мы подоспели на самую интересную часть. Так, друзья, ну все, наконец-то мы приехали, добрались до этого места. 4 часа по пробкам. Воздушный шар, лето, Подмосковье. Короче, друзья, мы сильно опаздывали, мы просто пробирались через пробки, но мы здесь, мы как всегда вовремя и как всегда с классной идеей. И с хорошим настроением. Сегодня будет воздушный шар. Это второй раз, когда мы будем прыгать. Первый раз мы прыгали в Африке. Ссылочку мы оставим, если вдруг кто не видел. Но в этот раз будет все по-серьезному. Будет у нас шар, будет у нас тарзанка, качели. В общем, много чего нам ребята понаобещали. Посмотрим. И мне кажется, будет прикольно. А вы, друзья, по традиции все это дело переживете, проживете и проверите вместе с нами. Поэтому приглашаем вас в этот удивительный, прекрасный выпуск под названием «Воздушный шар». Ну а прежде чем попасть на этот самый шар, нам необходимо было как минимум со всеми поздороваться, с кем-то познакомиться и расписаться в том, что мы все риски берем на себя. Это, кстати, базовая процедура на всех экстремальных спотах в мире. Наш план на выпуск прост, как рецепт доширака. В вечернем взлете мы с Юричем поднимаемся в разных корзинах и снимаем обстановку и происходящее. А утром мы, как Чук и Гек, уже вдвоем полетим встречать рассвет и тестировать тарзанку на прочность. Во-первых, все в вот это вот у нас, как всегда, бегом-бегом. В последний момент прибегаем, корзины надувают.
Знаешь, хотелось как-то попить кофе, как-то вот это все. А тут все вот так. В любом случае, это офигенное приключение. И я очень рад, что я сейчас в этой ситуации, в этом приключении участвую. А больше всего я рад за то, что вы все участвуете вместе со мной. Поэтому вам всем приятного просмотра. Нам с Вячеславовичем, ну он сейчас немножко занят, хорошего прыжка. Значит, мы поднимаемся наверх, поднимаемся на 2 километра. После этого мы сверху находим площадку приземления с 2 километров, то есть примерно. Мы не знаем, что там будет внизу. И после отделения мы должны будем приземлиться. Звучит как будто просто, но хрен его знает, что там будет под этой травой. Будем аккуратно это делать просто. Так, рассказываю. Значит, это качели. Как до них добираться, я понятия не имею. Ну, наверное, здесь какая-то лестница будет. Правильно понимаю? А как вы будете спускаться? А вы сразу с качели будете? Охренеть. Не, я тогда лучше действительно тарзанки. Потому что у меня был такой момент, когда я думал, может быть, поменяться. Потому что с тарзанки там тоже какая-то своя техника должна быть. В общем, я все запомнил, конечно. Но мне сказали, что если ты неправильно отделишься или если неправильно отцепишься, то есть вероятность влететь в эти качели. Что, в общем, не хотелось бы. Волнуешься? Элка заходит на посадку, я волнуюсь, шары надуваются, люди суетятся, Вячеславович рядом. А ты в курсе, что вот с этих качелей народ будет сидеть вот там вот? А как они вот туда сидеть? полезут? Я думал, какую-то лестницу спустят. Нет? Как? Нет. По веревкам? Взлетать прям с них будут. Серьезно? А как вы? Вы гоните, ребят? Залазите в корзину, не дурите. А тогда из корзин придется спускаться туда. Я бы не полез. Вообще охренеешь. На 100 метрах лететь на это. Но. Не-не-не. А если вы сейчас понесет... Ну, А они как с этой лавкой побегут за корзиной? Даже интересно. Слушай, ну что, Вячеславович, снимай братву, как они там это выживают. Час Х настал, а с ним и момент поднимать шары. Этот процесс я уже показывал в прошлом выпуске, но напомню. Сначала купол наполняет здоровенным бензиновым вентилятором, а потом в дело вступает газовая горелка. И поверьте, дубасит она так, что аж уши закладывает и волосы плавятся. короче, ребят, вот они два красавца. Видите, один, второй. Ну, я не про нас говорю, а про воздушные шары. Хотя мы тоже ничего выглядим. 100%. Вот, короче, сейчас прям буквально остается считанные минуты, и мы поднимаемся вверх, и нас понесет ветер знает куда. Куда? Никто не знает. Слушай, такие размеры огроменные, да? Прости, брат, Нормально, я вот нормально, сейчас подниму нормально. наверх. Какие существуют риски прыжков с тарзанки? Значит, первое, как мне объяснили, я должен буду оттолкнуться в бок, чтобы пролететь. И главное, вовремя отцепиться, чтобы не влететь в качели, которые будут ниже. Это первое. И второе, когда я буду держать фал, вот эта вот штука вот как она будет. Смотрите, какие здесь. Охренеть, а? Охренеть. Слушай, ну в Африке, я помню, у них форсунки помощнее были. Помнишь, он когда включил, мы аж упали. Стропа около шара, это металлические такие тросы. Это металлический, да? Да, чтобы не сгорели. На. Опа, все, Вячеслав, поехали. Все, все, ребят, я пошел. Давай, Диман, удачи. Залазь. Ну что, дорогие друзья, мы взлетаем, готовимся к взлету. Но самое интересное происходит вон там. Если вам видно, там не просто люди в шаре, там еще люди за шаром на качеле. Как эти ребята сейчас побегут, как они будут рваться, я не понимаю. Я за них даже очень переживаю, если честно. Ого, нифига себе. Просто жарят. Жарят. Вау. О, они оторвались! Вот летим куда-то, хер знает куда летим, потому что мы этим особо не управляем. Управляет этим всем природа. Блин. Слушайте, он плывет как корабль, как лодка просто. Воздушный шар — это отдельный вид летательных аппаратов, без двигателей. Ну как без двигателей? С движочком. Слушайте, я вот боюсь такой высоты. Приземляться сказали поближе к дороге. Так, Сань, ну вот это вот смотри, давай обратим внимание, что я считаю, что вот это отстойная площадка приземления, хорошая площадка приземления. Это отстой,
рядом с дорогой, но только через 20 километров там дальше. Да, как-то так. Офигеть, мы плывем, нихера они полетели. Они в нас летят, давай поворачивай. О, а мы как повыше, да, получается, их? Вот они, красавцы. Рулимка такие? Нет, это клапан сброса воздуха. Вон рыбаки. Рыбаки! Алло! Мы поднимались на высоту 2000 метров, и то, что ты точно не ждешь от воздушного шара, так это супер высокой скорости набора высоты. Горизонтально мы смещались по ветру и достаточно шустро, но в самом шаре ты этого не чувствуешь, так как находишься в полном штиле. Любопытное ощущение. А теперь внутрь откроем? Или наружу? Нет, что ты задрожал? Что-то стрёмно, блядь. Долго, когда вот так смотришь туда, становится страшно. Бля, вот эти провода. Мы прям над ними прыгаем. Блин, ну отделяться вообще стрёмненько. Ага. Так, главное, когда карабин будем отстегивать, главное тот карабин отстегнуть. Угу. Нас тряханет, мы Да. чуть-чуть усиделись и можем отстегиваться. И по его. Ну и можем потихонечку. По его готовности можем раскачаться, попробовать немножко. А как мы вперед будем падать или назад? Назад. И начинаем потихонечку готовиться. Так, эту штуку что я беру? Нет, не, смотри, ты ее бери двумя ручками сейчас в петлю. Так, ленту. Отцепляйте ему, Да, отцепляйте ему карабинчик. Сейчас, не отпускай ее. И ты смотри, держи ее крепко, выходи Я на тебя пока ступень. держу. Прохладненько. Прям надо было потеплее, конечно, одеваться. Ой. Что такое? Уронил что-то? Да, рюкзак. Запомни координаты сразу. Бля. Как же я их запомню, Эрик? Вот так вот случается про. Так, Димон, ты вылезешь там? Слушай, у меня система здесь упирается. Да? Вылезай. Офигеть. Качнет достаточно ощутимо, поэтому держимся. Не, пока мы еще в готовности, пока мы еще не отделяемся. И слева от дороги там приземлиться. Смотри, если не прилетаешь, сюда садись. Да. Осталось отработать, и мы снимаем. Ничего страшного, они сюда заедут. Да. Можно даже прям сюда и метить. Там столбы еще аккуратно. Стрёмно, да, Сань? Стрёмно, смотри, как ногой взялся. А я вот... Так, Отсчитывайте и пошли. Давай, Саня. готов? Готов? Ну чё? Стрёмно? Ну, блин. Сказали, надо прыгать. Вот нас несет. Ну что, ладно, погнали. Ёбушки! Воробушки! Change don't change like it used to. Who runs the roost round here? The kills run clear. Got the heart from the bass to the snare, but the word is what's keeping them here. Word to my peers. The work don't stop till the top. Think it's resting, but we're not. I spread the message and it's love. I get the S and the P and the R from above. I see the restless with the keys and the palm for the bump. A bit of grinding up the herb is what I'm on. Shouts go out to mums. This one is the icy one. Go get the long johns. 50 Pret in London, if it's on then I'm on. I know they feel it when I spit, it's like the Missy song. Shut your noise, silence when I run the voice. In your ears, open your mind. Фу, жив. Ребят, а это хлеб. Прикиньте, это хлеб. Я приземлился в пшеничном поле. Я почему-то думал всегда, что это как-то побольше, вот так вот, к примеру. Вот, это смотрите как, ну, по щиколотку. Вот, ну а мы двигаемся вон к той церквушке. Есть церковь, значит есть жизнь. Зацените, какой закат. А? Красота. Немного скучновато, конечно. Не скучновато, я же с вами иду разговариваю. Вот. Но хотелось бы, конечно, людей увидеть. Вот, видите, вон там церковь стоит. Вот мы туда идем.
Блин! Саня! Кайф! Кайф, братан! Вообще кайф! Приземлился нормально? Ну, да. Кувыркнулся тут, правда, немножко. Ну, ничего. Алло, алло. Ну что, ты жив? Да, братан, все, приземлился, все ровно, все, ну как ровно, ну все хорошо на сегодняшний момент, но знает, как добраться до Я тоже. цивилизации, посмотрел, непонятно. я Сереге скинул локацию, эту точку, он говорит, тебе 40 минут ехать. Да? Ну, я, короче, иду к большой дороге, мне идти минут 15 к большой дороге. Я здесь вижу церковь, вот, прям купола. Вот, Нужно прям дойти до какой-то большой дороги. вот иду к этой церкви, может быть там и помолюсь. Да, правильно. Может быть, ты это исповедуешься. Офигенно, мы прыгнули с Саньком и круто приземлились. Пилим до какой-то ближайшей дороги, потому что... Ищем какой-то транспорт. Да, как-то надо добраться до аэродрома. Ну, короче, было круто. И вообще, прыжки с шара — это отдельная тема. Поздравляю, Сань. Давай. Поздравляю. Спасибо вам за все, за ваше внимание, за то, что с нами во всем этом участвуете, сопереживаете, радуетесь, надеюсь, за нас. Так, вышел на дорогу. Вот, ну что, пойдем к цивилизации. Вон там деревушка. Вот, и мы туда будем тогда двигаться. В общем, это такие вот издержки, конечно, вот этого аттракциона. Приземляешься непонятно где, потом дальше топаешь, потому что эвакуация, как правило, не мгновенная. Ой-ой-ой. Здрасте, здрасте. Здравствуйте. А как здесь жизнь найти? Жизнь? Цивилизация. Ну вот вы рядом видите Да. храм. Где храм, Храм, там село. храм вижу, да. А вас что интересует? Мне нужно какую-нибудь дорогу, чтобы меня забрали. Ну вот сейчас вы прям на трассу и выйдете Ага. рядом с храмом. Там. Хорошо, спасибо. А как это место называется? Тут уже Дмитриевское село. Ага, спасибо. Ну что, Андрюх? О, слушай, Волшебно. знаешь, ну в принципе нормально, нормально. Но ты знаешь, что я тебе могу сказать? Хорошо, что ты не стал прыгать с тарзанки. Отстой. Мне не понравилось. Я свою руку добил. Не понял я, да, что это такое. Вот, а так в целом все остальное прошло штатно. Все, зашли на глиссаду, развернулись на ветер, приземлились в поле, аккуратненько. Вот. И Я, если бы, дошли. блин, пацанов не спросил в шаре, типа, а куда ветер дует? Хрен бы мне вообще кто сказал, что там солнце должно быть. Тут ты не видел, что ли, куда? Вот. Все, за нами приехала эвакуация. Отлично. Давай сейчас все собираем тогда. Что хочется отметить, организаторы очень быстро приехали за нами. Я думал, что когда понял, куда мы приземлились, я думал, мы будем часа 2 ждать машину, учитывая, что мы минут 30 шли вообще до дороги. Ну вот вы видите, храм рядом, и с Божьей помощью, так сказать, Да. прекрасный белый джип Toyota приехал мгновенно, просто мы не успели выйти на дорогу, он уже здесь. Поэтому мы отправляемся в гостиницу. Первое, это нам нужно отметить это мероприятие. Обязательно. Второе, отдохнуть, потому что завтра на рассвете, ребят, мы эту всю штуку повторяем. Закрепим. И, ребят, если кто-то мечтал сигануть с тарзанки, я не знаю, может быть у кого-то был опыт классный, но не могу сказать, что это мне прям очень понравилось. Хотя Саня говорит, что вообще по кайфу. Сань, Очень как круто. тебе? Это первый мой прыжок с шара, тарзанка. В целом неплохо. Единственное, что я поздно делился. И Ребят, догонял ну Тимура. Саня просто охеренный пацан. Не каждому так, Ну, таким Во-первых, Саня молодой, богатый, казах. перспективный казах. Девчонки, это просто сокровище. В общем, оставим его контакты под этим видео. Утренний прыжок не заставил себя долго ждать. Из-за позднего отбоя и раннего подъема на поспать нам перепало всего часа 3. Но как бы то ни было, уже в 5 утра мы с Юричем встречали первые лучи солнца. Процедура подъема шара идентична вечерней, разве что в поле выпало много росы, а рассвет подарил невероятной красоты картинку. Ну, думаю, вы и сами все видите. Все очень просто. Время 5 утра. Мы на час опоздали. Оказывается, все только начинается. Да. Несмотря на то, что мы думали, что мы опоздали,
и прохладненько на улице, прохладно, ребят. Мы приехали вовремя, потому что вот посмотрите, видите, все еще собирают пока. Ну, короче, это вам не Африка, где тепло, уютно и все готово. Хотя здесь мне теплее, так скажем. В душе. Ребят, Родина, она греет. Ну, как говорится, своя рубашка ближе к телу. Знаете, у меня есть пара мыслей насчет вот этих полетов на шаре у нас, в России. Во-первых, это нереально красиво. Наши привычные пейзажи вдруг раскрываются под каким-то новым и классным углом. Вроде бы все те же поля и посадки с церквушками и с деревнями, но ощущение, как будто ты впервые это увидел. Во-вторых, на этот раз мне совсем не было страшно. Команда и пилот отработали на 5 с плюсом. Все четко, спокойно и уверенно. И вот это ощущение безопасности и ментального спокойствия сильно добавляет кайфа от полета. Ну и главное, в этих воздушных шарах с корзиной есть какая-то уютная и теплая магия, а полеты реально навсегда отпечатываются в твоей памяти. Короче, тем, кто еще не пробовал, я от себя горячо рекомендую. План очень простой. Значит, Дмитрий Юрьевич пойдет на тарзанке. Вот то, что мне не понравилось вчера, сегодня он это попробует. Я буду стоять вот здесь вот. Мне будет очень страшно, как обычно. По команде Диман отваливается, уходит. И на обратном качке, когда вот уже, как это называется, амплитуда будет идти в обратную сторону, я на него смотрю и все. 10 секунд кайфа, и потом надо будет 2 часа организовывать эвакуацию. Короче, Владик, а дальше ты берешь тачку, едешь за нами очень быстро и забираешь нас. И валим домой. Давайте начнем с того, что просто посмотри, какая красота. Можешь повернуться вот туда посмотреть? Огонь! Грузимся в телегу. Без факапов не обошлось, и что удивительно, в кои-то веки накосячили не мы с Диманом. Конкретно в этом случае парню немножко не повезло со стартом, и у нас появилась возможность посмотреть, как ребята работают с подобными кейсами. Ну а как показала практика, работают они оперативно. Я насажаю его. Ну что, мы поплыли? Все, ребят, давайте увидимся. Чао, чао. Как быстро взлетает, да? Это река, да? Там. Ка-ка-ка. Ку-ку-ку. Я не вижу, год показываю. Так, да, вижу. А вот за вышкой через населенный пункт большое зеленое прекрасное полосатенькое поле. Ага. Вот я думаю, оно ваше. Но мы как будто бы не в нее летим. Ну вы по ветру до нее дойдете? Отсюда? Ну не. Слушай, не дойдем. Ну, я просто не понимаю, что это за поле, там высокая трава. Либо вот там, видишь, вон где населенный пункт, и вон там квадрат. Если мы сейчас до туда долетим, то в целом ок. Не знаю, уже 2000. Может, реально здесь прыгнем и вот сюда приземлимся? Ну, можно попробовать. Только мы прыгаем где? Туда. Вон те лучше поля выбирайте. Какие? Вон Ну, там? но мы идем в ту сторону. Вот, в ту. Бля, ну у нас прямо по курсу лес. Смотри, Андрюх. Че? Вот сейчас мы летим сюда, и вот здесь как будто, видишь, выкошенная такая ВПП. Вот прямо на нее бы приземлиться. Кстати, самый главный квест в полете на шаре — это не взлет, а выбор правильного места для выброски, ну и, разумеется, приземления. Учитывая ошибки прошлого, мы с Юричем на сей раз подошли к вопросу серьезно и долго выбирали потенциальную площадку, поближе к дороге, чтобы не пришлось 2 часа топать по полю. Хочу отметить, что все поля с шара выглядят как газон на Олимпийской арене. На самом же деле приземляться на пашне та еще лотерея. Никогда не знаешь, что скрывается в тени пшеницы. Так, ну что, ребят, высота у нас 4000 футов. Там, Это 1300 метров. вот, хотел только предложить пересчитать, но вот Дмитрий Юрьевич знает. Значит, докладываю, находимся мы непонятно где и непонятно куда, самое главное, приземляться. Посмотрите, кругом леса, но мы двигаемся вон в ту сторону. Там вроде есть какие-то поля, на которых, наверное, ну как наверное, какие у нас есть варианты? Да не прыгать, какие варианты. Нет. Приземлиться в корзине. Приземлиться спокойно. в любом случае, хоть в корзине, хоть Да. так. Ну что, Андрюх, я думаю, можно прыгать и туда лететь. Я посмотрим, что там, куда мы. Не торопись. Слушай, я думаю, вот на эту дорогу сесть. Давай посмотрим, если там нету проводов. Ну что, вылази. Ну что, да. Включай камеры.
воробушки. Так, что ты запускаешь? Вам, парни, уже проще, наверное, в стоп лететь с дорогой. Какое? Вот. Какое? Вот в это? Ладно, летите куда-то. Давай, да, разберемся там. Так, как ее отцепить-то? Ты вылезай. Камера включился? Да. Отлично. И да, у него просадочка будет. У меня, походу, будет просадка. Ты поэтому не тяни. Смотри, осторожно, ты видишь, у тебя на ноге тросик? Да. Я готов. Ага. Андрюх, ты готов? Я да. О, блин, пацаны, стрёмно пипец просто. И вот это вот. И в камеру дрона посмотреть пишет. Ну Да. что, Да, пишет. погнали. Все, давай, что у нас высота? Мы уже снижаемся. поехали. Мы уже снижаемся, давай. Готов? Да. Давай, ёбушки-воробушки. Поехали. Okay, first time. Smiling in the face and as you push on. You play this game, you better get on. Smiling in the face and as you О! Кайф. Димасик, давай, 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 давай. Не дотянул. Так, ну что, даже не разложился на травке. Аккуратненько. Трава мокрая, скользкая. Все, ребят. Я завязываю. Огонь. Это, конечно, вам не на ДЗ приземляться, но камера вся в грязи. Короче, шикарно. Я считаю, что просто охеренно, если честно. Шикарно. Супер. Прыгнуть на рассвете с шара с другом. Приземлиться в чистом поле. Ну, а как вы хотели? Вот такие дела. Такие. Ладно, братва, собираю, пакую парашют и двигаю в сторону Вячеславича. Там увидимся. Ну что, братуха? Короче, натерпелся я, если честно, ребят, на этой тарзанке. Вот это, знаешь, многие говорят, типа, да что вы там, у вас там по 1000 прыжков, вы там из себя строите. Да ни хера, вот ни херашечки. Я вот... Да я уже, ладно, молчу, когда мы взлетали, там не по себе было. А вот когда я перелазил, ну реально стрёмно. Я не, ужасно. Да я не знаю, как к этому адаптироваться. Это реально, ты перелазишь на 30-м этаже через балкон. Причем даже смотришь уже по высоте, вроде ты понимаешь, что Да. ну да, высоты достаточно, но все равно вот этот мандраж, очень боимся высоты, ребят, очень боимся. И к этому не привыкнуть. Если вы вдруг привыкли и не боитесь высоты, бросайте это дело, не надо. Скорее всего, вы просто обманываете. Вот такой у нас получился выпуск. Надеюсь, вам это понравилось. И, кстати, ребят, мы едем в октябре в Южную Африку. У нас будет небольшой ивент. Приглашаю вас присоединиться к нам. Ссылочку мы оставили под этим видео. Ну все, пока. Чао.